Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Я Карина, таролог и практик. Сегодня демонстрирую свою новую колоду, пополнение в коллекции, как обычно. Это Таро руническое, да, у нас. То есть у нас две системы сплелись. И мы с вами погадаем сегодня на тему, которая есть в книге аннотации к данной колоде Таро. И это тема достижения вашей цели. Ну, то есть вы, получается, загадываете определенную цель, желание, то, чего вы хотели бы достичь в жизни. И смотрите, получается, как это все произойдет, да, в будущем. Вот такой расклад здесь у нас из этой книги, да. То есть первый вопрос – это ваше намерение, что вы хотите сделать. Конечно, карта не скажет четко, допустим, я хочу купить машину, да? Но она примерно там, допустим, какое-то приобретение может сказать. Или может сказать, там, допустим, улучшение финансового положения, приобретение второй половинки, да, в жизни. Или что-то еще. Дальше, значит, ваша воля, да. То есть вот эта карта, она показывает ваши действия. А как? Как достичь этой цели? Третья карта – это жертвоприношение. Ну, то есть, чем нужно пожертвовать ради того, чтобы достичь вот этой цели. То есть, естественно, нужна какая-то жертва, да? И четвертая карта – последствия. То есть возможности развития ситуации с вашей целью или с вашим желанием, или как поменяется ситуация. Вот. Поэтому она может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону. То есть сможете ли вы вот этого добиться, да, вот этой цели, или нужно больше прикладывать там каких-то усилий, что-то в себе менять и так далее. Но в любом случае здесь будет способ, да, какие действия-то нужно применить и чем нужно пожертвовать или что отпустить. То есть совет это есть, да, только получается вот эти последствия это то, что у вас действительно произойдет. То есть а вдруг вы не будете вот это выполнять. Ну вот такой вот у нас расклад. Карты интересные, карты хорошие. Очень мне понравилось. У меня из этой серии есть еще Таро вампиров. Потрясающая колода. Многие ее любят, многие не очень, боятся некоторые. Вот. Но Таро рун, конечно, уже не такая страшная колода, как Таро вампиров, да? Не такая кровожадная, больше такая благородная, красивая и, ну, довольно приятная. Такая рубашечка у нее. Давайте перемешаем карты. И сделаем, значит, 3 позиции. Первая карта – это и есть ваше намерение, то есть, а какую цель вы перед собой ставите, что вы хотите достичь, что бы вы хотели, чтобы у вас было. Вот, давайте посмотрим, что бы вы хотели добиться в жизни, да. Можно все 3 позиции загадывать. И еще вот такой момент, давайте так. По первой карте вы ориентируетесь, то есть, многих подводит позиция при выборе, ой, наоборот, многих подводит интуиция при выборе позиции. И, соответственно, человек выбрал позицию. Ой, я вообще не это хочу. И бросает расклад. На самом деле он не прав, потому что это вы выбираете с помощью своей интуиции нужную позицию. Она вас могла подвести. И, получается, нужно просто посмотреть другую позицию. Да? Может быть, там есть ваша цель. То, что вы намереваетесь в своей жизни добиться и сделать в скором времени, да, и вы пропустили все важное, что вам хотели сказать высшие силы, просто потому что у вас немножко интуиция подвела, да, вы там назвали свой любимый номер или еще что-нибудь. Итак, вот у нас, значит, 3 карты, да, 3 позиции, ваше намерение, то, чего вы хотели бы добиться. Давайте камушки раскладывать, кому какой нравится, да. Такие у нас сегодня интересные варианты. Вот. То есть это у нас, значит, серебристая яшма, это у нас голубой агат, а это у нас флюорит. Все, значит, выбираем. И вы знаете, видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. И
можете ставить на паузу, чтобы выбрать свою позицию, да. Ну и я убираю в сторону, значит. Итак, значит, первая позиция и ваше намерение. Что же вы хотите сделать, да, в своей жизни? Это 8 жезлов. Ну, во-первых, смотрите, карта показывает ваше намерение осуществить что-то очень быстро. То есть вы реально торопитесь. Вот сразу эта карта показывает, что вы торопите события, вы реально очень торопитесь в своем деле. Вы хотите все получить сразу, мгновенно. И жезлы, они больше всего показывают какую-то самореализацию, достижение верхушек, да, там, в обществе, или карьерный рост, или достижение успехов в бизнесе в каком-то. И зачастую по 8 жезлов человек настолько торопится, мол, я уже чуть ли не магнат в голове, а на самом деле у него еще и бизнеса-то нет, понимаете? То есть он слишком вот это все как-то вот поспешил, да, вот он как-то накрутил эту ситуацию. Почему вы торопитесь? Потому что вы очень не привыкли тратить на что-то время. То есть вам хочется всего и сразу, просто потому что вы знаете. Если вы сейчас прямо эту минуту, в эту секунду этого не добьетесь, то вы бросите обязательно. И, соответственно, вся жизнь у вас идет именно вот с такой вот, как сказать, тенденцией, да, что если вы сразу чего-то не получили, бросили, не получили, бросили, не получили, бросили, и нет соображения, что нужно все-таки проявить терпение, если вы хотите действительно добиться каких-то успехов, да. И вот у вас сейчас может быть желание с кем-то отношений, ну тогда получается страсть, да, к чему-то, к кому-то, сильное влечение, срочно хочу отношений, срочно. Потом, значит, желание, опять же, да, реализовать себя, то есть вот прям основали фирму, магазин или еще что-то, ну и все, и прям через 2 недели уже миллионеры. И вот понимаете, вот карта-то, она показывает, что у человека какие-то благородные цели. То есть вы, ну, хотели бы вот всю свою энергию направить куда-то в одно, да, место, свою мощь, потому что у вас есть и лидерские качества, и вы хотели бы поменять свою жизнь в лучшую сторону, да. Вот, тут мы видим радугу, то есть вы хотели бы именно, чтобы и на вашей улице был праздник. Поэтому мое мнение здесь, что если бы вы проявили, ну, основательность, да, то вы бы и могли добиться всего того, что вы здесь загадываете. Могут быть совершенно даже наполеоновские планы, ну, то есть я хочу все свои беды там и проблемы оставить позади. Вот я сейчас, вот, не знаю, там, это сделаю, все силы приложу, да, и у меня это все вот получится, и моя жизнь станет совершенно иной. То есть вы прям желаете этих перемен. Хорошо. Давайте посмотрим теперь, а какие действия тогда нужно совершить, чтобы вот заиметь такие благоприятные перемены, да еще быстро, и добиться того, чего вы вот хотите, да, вот куда вы всю свою энергию направляете. Еще раз повторю, что это может быть как какой-то бизнес, работа, повышение, так и личные отношения, страсть. Давайте посмотрим. Колесо фортуны. Вот здесь вот очень правильный совет, да. То есть какие действия нужно применить, чтобы добиться того, чего вы здесь хотите, да. И колесо фортуны. То есть нужно научиться доверять Вселенной. Доверять Богу, доверять ангелам и доверять высшим силам. А это очень-очень сложно. Мы стараемся, наоборот, высшим силам всегда все диктовать, и мы стараемся торопить события, то есть не размеренно, как они происходят, пусть происходят, да, а именно торопить, заставлять, задавливать эти события на корню иногда. И вот первое, что советует эта карта, да, даже если все идет не так, как вы хотели бы или планировали, как вы себе нарисовали в голове, нужно все-таки научиться доверять Вселенной. Значит, так лучше для вас. Значит, Бог придумал для вас совершенно другой план, чем вы придумали для себя. Вообще, для себя лучше определенные планы не придумывать. Да, у вас есть цель,
ну, вы с Божьей помощью ее добиваетесь. И, соответственно, вы доверяете Богу, как Он ее исполнит. Вот так нужно думать, вот уже даже думать, да, по колесу фортуны. Но также по колесу фортуны, чтобы осуществить эту цель, нужно куда-то двигаться, направлять себя. Ну, то есть уезжать, ездить вообще, в принципе, или передвигаться. Потом, значит, колесо фортуны, карта довольно подвижная. Человек должен вообще все время совершать действия, все время. То есть, с одной стороны, да, не планировать, вот как у вас все должно произойти, да, но совершать действия. Вот, допустим, вы учите немецкий язык, да, вы очень хотите быстро выучить немецкий язык, вот очень быстро хотите, но за 5 минут выучить немецкий язык и за 2 недели невозможно. Ну, невозможно, и все тут. Хоть вы с ума сойдите, хоть тресните, хоть что сделаете, ну, невозможно. И многие этого не понимают. Вот просто не понимают. Они, засучив рукава, значит, хватаются за этот немецкий. 2 недели его как сумасшедшие учат. Потом ничего не понимают, естественно. И я брошу, да, потому что у меня не получилось за 2 недели его выучить. До свидания, немецкий язык. Все, не хочу ничего. Тьфу-тьфу-тьфу на тебя, да. Ай-яй-яй, меня вообще высшие силы тут подвели. Колесо фортуны. Что нужно сделать? Покориться судьбе. Ну, не бывает так, что немецкий язык выучил человек за 2 недели. Все, покорились. Ожидаем не 2 недели, да, ожидаем много дней. Может, лет. Может, 2 года ожидаем. Дальше, значит, высшие силы могут распорядиться так, что если вы ожидаете дольше, что у вас это получится быстрее. Ожидали 2 года, получилось за год. Дальше, значит, какие нужно совершать действия? Естественно, ежедневные целенаправленные действия, движения в сторону цели. Колесо фортуны должно катиться. То есть каждый день нужно учить немецкий. Но не надо по 100 часов, да? Ровно столько, сколько надо. Ну, 2-3 часа. Сколько вы выдерживаете? Именно каждый день, чтобы вам не было потом до тошноты, до рвоты, да? Все, берете себе это время, обозначаете, 3-4 там, часа, 2 часа, не знаю сколько, час, и учите, вот, только не бросать. И так про все, вот что угодно. Бизнес вы хотите, не надо говорить себе, что он через месяц раскрутится, этот бизнес. Он раскрутится через год, 1,5-2, да? Да, могут высшие силы, Бог распорядиться, что через полгода. Вам повезло, как говорится. Колесо для этого и создано. Вот понимаете? Хорошо. Давайте посмотрим, от чего нужно отказаться. Или что-то отпустить. Или чем-то пожертвовать ради этой цели, да? Ну, тут у нас, значит, 4 мечей. Уж точно нужно пожертвовать отдыхом. Ну, сами видите, здесь погребальный у нас этот ритуал, да? Но это же понятно, что человек, когда он уже помер, он отдыхает, как говорится, на том свете, да? Он все себе отмучился, там, отстрадал. От чего нужно отказаться, да? От отдыха, от пассивности отказаться. Раз и навсегда забить на то, что вы должны, видите ли, лениться каждый день. От лени от своей отказаться. Вы еще живы, значит, действовать вы должны. В любом случае. Как говорится, покайтесь, что раньше были ленивы, и вперед. Что бы вы ни загадали, самосовершенное тело, любовь, чтобы любил вас человек, надо каждый день в него силы вкладывать. Не раз в неделю, не раз в месяц, а каждый божий день. Тогда будет любить, да? Хорошо, давайте теперь посмотрим, а как будут развиваться события в итоге. Ну вот бросите вы все это или справитесь с собой вообще, вот что сейчас высшие силы скажут, да? Добьетесь вы этого или не добьетесь? 7 жезлов. У вас есть порох в пороховницах, я смотрю. То есть вы хотели чего-то добиться, вы добиться-то добьетесь, вы ценой невероятных усилий заберетесь на гору и станете вот таким вот раскинувшим руки победителем. Так что, вы знаете, у вас весь потенциал к тому, чтобы этой цели достичь. И, ну, конечно, не в тот срок, что вы поторопились, да. Срок должен быть адекватный, но вы можете его ускорить, если вы будете реально стараться. Каждый день вкладывая туда энергию.
Ну, вот такой ответ у нас первая позиция дала, да? Хорошо, давайте перейдем к позиции номер 2. Значит, ваша цель или какая-то, да, идея, или, может быть, желание. Итак, первая карта – это и есть ваше намерение, цель, желание, да? Что там? Тут у нас шут. Вот я еще раз повторю, да, что если вы не нашли в первой карте, как говорится, резонации или как с этим желанием, вам нужно просто другую позицию выбрать, да? Шут – это цель, допустим, первая какая может быть, начать новый путь, да? Ну, то есть что-то новое с нуля. Почему это нулевой аркан? Потому что он начинает что-то новое с нуля. Это может быть рождение чего угодно. То есть засадили в землю семечко, оно взошло и дало свои плоды. И это весь процесс, весь цикл. У нас есть цикл старших арканов, путь шута. Путь шута начинается с карты шут. Понимаете, с нулевого аркана. И то же самое хотите проделать вы. Весь путь, весь цикл старших арканов, какого-то дела цикл. Допустим, ну, самое банальное, что по шуту можно привести пример какой, это родить ребенка. 0 – это когда вы еще не беременны, правильно? А карта мир – это он уже взрослый, этот ребенок. То есть 0 начинается зародыш в первом аркане, да? И смотрите, получается как? Мы видим здесь, что у вас проект от начала до конца, это не такая цель, которая могла бы быть ерундой. То есть вы что-то такое конкретное здесь загадали. Что такое мощное? То, что вам на всю жизнь только может пригодиться. Или имеет цикл от рождения до смерти. Понимаете? Все имеет цикл от рождения до смерти. Человек, животное, фирма, предмет, там, покупка предмета, да? Этот предмет имеет цикл от рождения до смерти. Дом, там, дерево, что угодно. Вот. И это может быть что-то материальное, ну, допустим, приобретение. И также это может быть там, человек, брак. Вот. Но вот что-то вот такое навсегда, практически навсегда, имеющее начало и конец. И вот этот цикл, который это что-то проживает вместе с вами. Понимаете? То есть вот шут, вот он именно такой. Вы свою котомку собрали, вы в этот путь пошли, да? А что там будет, кстати, заметьте, да, вот в этой колоде у шута есть не собака, а кабан. Кабан. Здоровский такой товарищ. Интересный. Хорошо. Шут с кабаном. Вы пошли куда-то, да? Вы отправились в путь. Назад у вас дороги нет. Какие действия нужно совершить, чтобы добиться этой глобальной какой-то цели? Кстати, еще хочу заметить, что вы в этой цели явно наивны, да, потому что это нулевой аркан. Дьявол. Понимаете, вот дьявол – это одно из испытаний на пути шута, раз у нас тут тоже старший аркан выпал. То есть дьявол, он действительно появляется на пути шута, это нормально. На пути шута появляется ангел, на пути шута появляется дьявол, на пути шута появляется надежда, а также и ночь, и день, понимаете? И, конечно, дьявола вы не могли не встретить. Вы не могли просто его не встретить, когда шли к этой цели, потому что вы загадали что-то такое, что имеет вот этот цикл. И, конечно, дьявол вам тут показан как что-то, ну, вот такой, как камень преткновения ваш. Где вы запнетесь? Вы запнетесь на дьяволе, да? То есть, где будет больше всего испытаний? В этом 15-м аркане. На самом деле, вы знаете, каждый из нас в жизни своей проходит это испытание зависимости или, как сказать, когда ты от кого-то зависишь, или когда кто-то зависит от тебя, или вы друг от друга, или, может быть, кто-то вас поработил. То есть каждый в жизни испытывает дьявола. Ну, это нормально. В этой карте побывал каждый.
И смотрите, вот мое мнение здесь, что вам нужно преодолеть страх, преодолеть ваш стыд, преодолеть ваши зависимости, любое желание выгоды. Потому что это такое настоящее испытание, допустим, когда женщина, ну вот представим, хочет ребенка ради того, чтобы удержать рядом с собой своего мужа или своего мужчину. Вот они уже поссорились, вот он ее уже наколотил. А она хочет почему-то, вот у нее есть такая психологическая травма детская, быть с ним. И она хочет ребенка, да, ребенка. То есть ей кажется, что она шута хочет, да, весь этот цикл. На самом деле она хочет дьявола. Почему? Ну, представьте, вы кого-то родили ради того, чтобы удержать какого-то там мужика около себя. Это кошмар, да? Причем никогда человек не признается себе в этом. Я просто хочу ребенка. А если бы вы разговаривали с собой честно, да, честно, ради чего вы хотите вот это желание? То есть ради какой выгоды? Ради денежной выгоды. Кто-то сейчас рожает детей ради какой-то там денежной суммы вот этой, да? Кто-то рожает для мужчины, удержать мужчину, наврать мужчине, богатого мужчину удержать около себя, депутата там какого-нибудь, да? И потом это вырастет, и это тебе скажет за это, понимаете? Мальчик, девочка, может даже тебя за это набить, когда вырастет, потому что ты-то не любила, ты нормально не обращалась, тебе хотелось только того, ради чего ты это делала. Это испытание дьяволом. И нужно быть честным, зачем вы эту цель вообще перед собой ставите. Нужно быть честным, в какой выгоде вы, да, находитесь. И избавиться от этой выгоды, и пройти свой вот этот путь, да. То есть, во-первых, осознать, а мне это для счастья нужно, мне это нужно. Там, быть разорванной пополам, там, да. Это что угодно может быть. Вы, может, хотите цикл, там, фирму основать. Вы не таланты свои, да, реализуете, фирму организовываете, да, а хотите денег, я бабок хочу, больших бабок. Основываете фирму торговли унитазами. У вас же нет талантов в унитазах, понимаете? У вас есть талант, ну, не знаю, там, может быть, даже если предпринимательский, то вы бы торговали, например, цветами, а не унитазами. А унитазами выгоднее сегодня торговать, как вы посчитали, да, с экономической точки зрения. Вот занимайтесь нелюбимым делом. Ради чего? Ради выгоды. Через сколько вам осточертеют унитазы? Вот вчера, кстати, смотрела фильм, как мужчина из-за унитазов этих и там туалетов, которыми он торговал много лет, а хотел быть режиссером, сошел с ума, да. Ой, ну давайте посмотрим, от чего надо отказаться. То есть дьявол — это именно преодолеть, да, преодолеть темную силу в себе. То есть надо понять, ради чего я это делаю, да. И столкнусь, если я с темной силой, смогу ли я с ней справиться, устранить ее. От чего нужно отказаться ради этой цели? Тут у нас в первую очередь мужчина, да, в первую очередь мужчина, а во вторую уже какая-то энергия. Ну, давайте сначала про мужчину поговорим. Вот смотрите, мы понимаем, да, мы понимаем, что если перед нами человек, то, по сути, он и мешал вообще всему процессу поставления, постановки, всему процессу постановки цели вашей, настоящей, да. То есть вы какую-то имеете, возможно, если дьявол выпал, ложную цель. Ну, так выходит. И получается так, что вот этот наш рыцарь Пентаклей выпал именно вот как отказаться от человека, который навязал тебе ложную цель. Вот если это мужчина какой-то, да, вот он навязал вам ложную цель. Например, я хочу родить, или я хочу там фирму, как у тебя, там, да, или еще что-нибудь. То есть вот что-нибудь такое, да, или там человек показал пример. Вот как тоже
Я много таких видела вариантов, что один увидел, как второй на чем-то раскрутился. Я буду заниматься этим. Блин, у тебя нет к этому таланта. Чего ты делаешь? Или там тебе не нравится это в корне. Зачем ты? Зачем ты идешь? Да, если тебе нравится, там, не знаю, коллекционировать марки, ты можешь разбираться в них идеально и потом заняться там уже ретро-марками, там, этим антиквариатом, быть специалистом по маркам или еще что-нибудь, а ты вместо этого косметику продаешь. Понимаете? Он же раскрутился на косметике. Так ты себя найди. И вот, значит, нужно кого-то устранить, от кого-то отказаться, кто вам навязал эту цель, да, потому что она вряд ли истинная. Если вам кажется, что цель истинная, это отказаться от денег, отказаться от карьерного роста от какого-то. То есть этот рыцарь показывает материальное положение, энергия денег, энергия медленного, постепенного роста вверх в жизни, основательность. Даже по этой карте люди покупают часто дома, квартиры, отказаться от какой-то недвижимости, понимаете? Ради вот этой цели, ради этой цели. Хорошо. Дальше, значит, как будут развиваться все же события? Достигнете вы в будущем этой цели или нет? Туз жезлов. Карта говорит, что с одной стороны здесь много огня, да, и при определенных усилиях, при запале пристрастия и все-таки проработке нашего дьявола, то есть отказа от любой темной энергии и зависимости, да, или там навязанных стереотипов, вы можете достичь той цели, и очень даже прекрасно, которая у вас есть, и даже можете быть счастливы от этого, если действительно цель реальна, да, и цель та, которая у вас от души шла. И получается, да, вы можете, по сути, достичь этого в будущем. У вас есть возможности для этого, именно возможности для этого. Мы никогда не можем утверждать по картам, будет это или не будет, да, то есть будет или не будет. Мы не можем утверждать именно. Мы не можем гарантировать по картам, да, что это будет. Мы можем сказать, у вас есть возможность. И также дальше я здесь именно в этой колоде по карте понимаю, что вам нужно, знаете, как какую-то идею, изобретательность, вот что-то вот такое прям яркое применить. Но мы еще здесь видим как будто бы как ритуал какой-то, да? Заметьте, то есть нужно постоянно манифестировать, повторять аффирмации по поводу вашей цели, положительные, естественно, да. Дальше, значит, может быть, какие-то символические ритуалы совершать, положительные тоже, да. Может, действительно на свечу смотреть, вот, представлять, что все это будет. А еще иметь в этом деле вот как вот увлеченность, да, этим делом, как хобби. Это для вас должно быть та цель, которую вы поставили, быть хобби, да. То есть, когда вы полностью в этом растворяетесь. Вот мне нравится Таро, у меня много Таро. Я целый день могу про это только думать, больше ни про что. И вот то же самое у вас. Если вы про это сутками можете думать ни про что другое, значит, получается, что это ваше, да, и это ваше увлечение. Естественно, вы добьетесь, да, чтобы вот начать этот цикл и его в итоге потом в будущем завершить. Ну, вот такой ответ по второй позиции. Получается, главное отдавать себе отчет, да. Третья позиция. И первая карта – это и есть ваша цель, ваше намерение, ваше желание. Рыцарь жезлов. Ну, тут может быть желание страсти, любви, отношений, либо желание уехать, переехать, да, передвигаться куда-то, передвигаться с одного места на другое или переехать с одного места на другое, приобрести что-то, автомобиль, что-то движущееся приобрести, там транспорт какой-то. Или зарабатывать на торговле с другими городами по интернету. То есть, как идет бизнес такой, очень подвижный бизнес. Чаще всего именно рыцарь жезлов связан с торговлей, да?
с осуществлением доставки, с тем, чтобы товары ехали куда-то. Он такой у нас курьер, да. И вот эти цели здесь могут быть вами, ну вот, как сказать, заданы, да. Если у вас другие цели какие-то, то есть не связаны ни с любовью, страстью, ни с движением каким-то, ни с бизнесом, торговлей, ни с переездом, ни с чем таким, ни с покупкой автомобиля или там другого транспорта, значит, вам не в эту позицию, да. То есть это яркая такая карта, напористая. И чаще всего планы по ней наполеоновские. Ну, то есть человек вот собрался это сделать, выпустил бараньи рога, будет биться об ворота. Но добьется ли он этого? Вот в чем вопрос. Он считает, что он должен этого добиться. И у него много энергии. Но именно нет большой ответственности. То есть нужна еще и ответственность для того, чтобы вы добились этой цели в жизни, понимаете? Самое главное даже может быть ответственность здесь. Хорошо, давайте посмотрим, какие действия нужно совершить, чтобы достичь этой цели. Действия ваши. Королева мечей. Видите, совершенно другие действия, чем показано на первой карте, да? Первая карта – это... ну, такая напористость, даже наглость, я бы сказала. А королева мечей – это дисциплина, да? То есть нужно быть вот такой вот прям женщиной, или если вы мужчина, вот таким вот прям очень умным человеком, да, кто себя постоянно держит в рамках, кто постоянно собой управляет. А рыцарь жезлов, он не управляет собой, он очень импульсивный. Он может иметь импульсивные желания, которые ему вовсе даже не нужны. Но сейчас он этого хочет. Он настоящий отважный путешественник, искатель приключений. И он ищет, да, свои приключения на свою пятую точку. А потом что? Он даже не знает, что потом будет. Королева же мечей думает. Она всегда думает. У нее хорошая логика. Вот развитый мозг. И естественно, она понимает уже больше, да? То есть вам нужно детально разобраться в этом деле. Ваши действия. Больше читать про это. Больше смотреть про это. Больше учиться этому. Составить себе расписание. Расписать свой план действий на бумажке. И действовать четко по плану. Никогда от него не отходя. Хорошо. Вот знаете, бывает, если, допустим, едешь куда-то, ну, кучу ж документов надо оформить, да, а еще и продумать, а что ты там на этом новом месте делать будешь? То есть вот она, королева мечей. От чего нужно отказаться ради этого дела или что отпустить? У вас 5 кубков выпала. Карта показывает, что нужно отказаться от пессимизма. Любое неверие в себя, любая негативная мысль будет откидывать вас назад в этом деле. Любое разочарование. Вот, а ведь в деле такое не бывает, да, в любом деле не бывает, чтобы все шло только гладко и никак иначе. И этого как раз и ждет рыцарь жезлов. Он слишком безответственный. А вам-то нужно понимать, что вы должны быть королевой мечей. То есть предусмотреть все плюсы, все минусы, все тычки в спину, запинки. И, соответственно, вы не можете их предотвратить. Вы можете предусмотреть свою реакцию на эти вещи. То есть ошибаться вы все равно ошибетесь. И все равно откатитесь назад. Разочаровавшись, вы тут же бросите. А нельзя. От чего нужно отказаться? От этого разочарования. Нужно смотреть философски, нужно понимать. Любое дело требует иногда терпения. Любое дело требует иногда изобретательности и дисциплины. Четких действий никогда не бросать. Довести до конца. Проявить терпение. А если вы каждый раз будете разочаровываться, бросать, потом приступать к другому делу, разочаровываться и бросать, и так далее, вы ничего никогда в жизни не достигнете и не добьетесь. Конечно же, так и будет. Вы будете на одном месте болтаться. То попробовал, другой попробовал, бросил, это бросил, все. Ну и чего ты добился в жизни? Ничего не добился, я никто. Да, все.
а что есть у тебя уже. Вот напишите, чего вы уже в жизни добились. И я вам сразу же скажу, вот вы по своему собственному сообщению в комментариях, да, поймете, какой вы человек. То есть доводите ли вы начатое до конца. Вот. Давайте посмотрим итог. Ну, то есть, а что будет на самом деле? Достигнете вы этой цели или нет в будущем? И вышла карта шестерка пентаклей, да? Или жезлов. Вот они придумали. Но это пентакли должны быть. У них, смотрите, какие щиты замечательные. Итак, значит, что тут у нас карта говорит? Ну, естественно, мы видим такое, знаете, ну как, сражение и отпор, да, кулак показать. То есть шансы на то, чтобы достичь этого, того вот, что есть, ну вот, в этой цели, да, все-таки присутствует. У вас возможно это, да, возможно. Но только с борьбой. Ну, то есть, как будто бы будет много препятствий, много сил, которые вам противостоят. И вы можете взять их в оборот, эти силы. Ну, то есть, себе эту энергию направить на пользу прям таки. Карта, она показывает руну Сол, да, это руна Солнца. И, естественно, она говорит о вашем успехе, ценой усилий, яркостью, да, вашей, то есть вот какой-то такой пробивной энергии, неординарностью, может быть, харизма, характер, да, но вы добьетесь того, чего вы хотите. Просто не бросать, просто идти вперед. И также тренировать свой ум, свою логику, свой здравый смысл и свою ответственность. И вы увидите, как у вас все расцветет. И вы увидите, как вы достигнете того, чего вы пожелали. Просто нужно это делать. Вот многие люди удивляются, как стал человек миллионером, как вот, почему мы не родились миллионерами. Кто-то родился, ой, как он же родился миллионером, да? На самом деле мы никогда не поймем другого, пока не наденем его обувь и не пройдем весь его путь. Может, там у него в семье миллионеров там убили, а миллионеры же безнаказанные, их даже полиция не берет. Может, убили всю с детства, может, издевались, или как муштрой занимались, или еще что-нибудь. Мы даже не знаем этого, не знаем, и никогда не узнаем. Может, от него басики тушили. Так же, как в семье алкоголиков. А мы не знаем, понимаете, и не узнаем. Вот, поэтому никогда не завидуйте, не говорите, что вот я тут без ресурсов, а вот другие с ресурсами, да. Мы все с ресурсами, все абсолютно до единого с ресурсами. Ну, вот такой ответ у нас по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!